Представители знака зодиака Козерог. Козероги, мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз, гороскоп. Неделя с 7 по 13 августа. Уже август и практически середина этого августа. Время просто мчится. Ну, давайте узнаем, что думают карты. Я так надеюсь, что если добавить своей интуиции или ваши обстоятельства, или что вот вы хотите осуществить, все вместе это соединить с картами, явно будет какой-то инсайт или подсказка. Или, я надеюсь, мы приятно с вами проведем время, мои дорогие козероги. Мы допускаем, размышляем и можем представить, что складываются какие-то альтернативные варианты как событий или развития ситуаций, и которые могут потребовать, наверное, и принятия решений в каком-то нестандартном варианте. Может быть, продумать, как может сложиться та или иная обстановка, как бы я действовал или действовала. Вот своего рода как тренировка какая-то на картах Таро, если, конечно, так можно назвать. Но, наверное, это как раз тот эффект, который дают карты Таро, по моему мнению, по крайней мере. Итак, первая карта, что важно знать для вашего знака на неделю с 7 по 13 августа для козерогов, что важно знать или что, может быть, будет наиболее актуально, важно для вас. Чего не избежать или возможные неожиданности. Чему сейчас не время или что нам может помешать. И тогда, а что нам будет помогать? Что за нас, что нам в плюс? Достанем карту, что скрыто. Не кто-то скрывает, а на что нам, может быть, стоит обратить внимание, что будет важно. Мы можем думать, что это ерунда какая-то, а на самом деле, может, какой-то нюанс нам карты подскажут, на что обратить внимание. И 3 карты по основным сферам жизни. Это у нас дела, работа, бизнес, деньги, финансы и личная жизнь. Итак, что же для вас будет важно? Праздник, мои дорогие. Именно праздник, может быть, и есть повод собраться за одним столом, посидеть, поговорить по душам. Может быть, какие-то поводы для этого хорошие есть, может быть, в семье или даже не в семье, а просто так встретиться с другом, с подругой. Или, мои дорогие козероги, какая-то радость приходит. Одним словом, повод для радости на неделе есть. Хорошее настроение, как будто бы тоже. Замечательно. Идем дальше. Чего не избежать? Знаете, тут радость может быть от какого-то приятного известия. Все-таки это у нас туз жезлов, это как карта шанса, возможности. Это ваши внутренние тоже, как инсайт, решение. Ну, что-то вы такое тут можете как и совершить, или буквально решить какой-то вопрос, закрыть какой-то гештальт. Ну, вот что-то для себя доброе, хорошее, светлое. И, кстати, по тузу жезлов все-таки тут больше нам карта прогресса. Это на последующий период какие-то новые возможности, которые у нас откроются. Либо у кого-то предложение по работе, или, ну, что-то еще в вашей жизни, что открывает какие-то тоже новые перспективы, или у кого-то это может проиграться, может быть, связанное с переездом. Наверное, какая-то основная задача, которую вы перед собой ставили, как будто будет либо решена, либо вы можете узнать, каким образом ее решить. Вполне вероятно. Но что-то для вас явно позитивное, с таким хорошим разворотом к добру, к свету, к исполнению желаний на неделе, как будто обещают. Давайте узнаем, чему сейчас не время или что нам может помешать. А если мы будем чересчур где-то въедливо скрупулезны, если мы будем очень расчетливы, в каком плане? Ну, так вот, если гипертрофированно эту карту пересказывать, это вообще карта рационализма, это король мечей. И 2 момента, которые объединяют короля мечей, полезных достаточно, это интеллект и где-то рационализм и интуицию. Вот он может соединить и как будто увидеть в каком-то альтернативном как раз варианте развития ситуации или применить себя к чему-то такому, что до него никто не делал. Или решить какой-то вопрос, подписать документ. Часто по этим картам выходят у нас высокие чиновники, вполне вероятно, и, может быть, какие-то согласования. Но я так вижу, нет
как бы того явного, чему сейчас не время. Мы, может быть, столкнемся с человеком, который наделен властью, но, значит, если мы про энергетику карты говорим, и она нам советует не быть в этих энергиях, это значит, нам может где-то помешать, если мы будем, ну, вот так вот, знаете, хладнокровно предвзятый, или мы больше такие колючие будем, не нацеленные на диалог, а здесь наоборот нам праздник. И значит, это где-то дипломатия однозначно нам будет помогать на неделе. А если мы наоборот, ну, где-то будем продавливать какую-то свою настойчивую позицию или свои взгляды, вряд ли мы услышим отклик. Мы для себя как стену какую-то можем воздвигнуть, которая нам не нужна. Нам тут нужно какие-то вопросы будет решать. Поэтому быть контактным просто полезно на этой неделе. Я бы сказала так. А тем более, если мы сталкиваемся с людьми, которые наделены властью, или представители закона, или нам нужно решить какой-то вопрос, правда, по документам, у нас все-таки туз жезлов, значит, нужно быть рациональному, но, тем не менее, какое-то дружелюбие нам, видимо, придется транслировать. Наша позиция тогда от этого только выиграет, мои дорогие козероги. Ну вот как-то так. Хотя сказать, что это явная какая-то помеха, то нет. Или будьте аккуратны, внимательны. Для кого-то из вас, может быть, ну, тут можем мы что-то неправильно сделать и где-то навлечь гнев, хотя у кого-то превысил скорость за рулем авто, остановил, допустим, дорожно-патрульная служба вас останавливает, и какие-то могут быть контакты, которые не очень будут приятны, поэтому где-то закон не нарушайте. И ну, мы больше все-таки лояльны, и тогда мы со всеми договоримся, тогда не будет каких-то острых углов. Вот острые какие-то такие ситуации, их лучше нейтрализовать до, ну, где-то душевно спокойных, ну, насколько возможно, ну, понятно, что лучше даже где-то не провоцировать. То есть, ну, есть, видимо, в этом определенный момент, и вы его просто учтите. А что же нам помогает? А знаете, помогает, если мы деньги не тратим. Правда, как ни странно, пятерка пентаклей. Видимо, или просчитываем что-то. Ну, надо сказать, ведь ретроградная Венера сейчас, и поэтому покупки как бы тут нам, ну, не очень рекомендуются. Понятно, что те покупки, которые каждодневные, куда мы без них. А если что-то более глобальное или ну, что-то мы захотели купить, да, к примеру. Можно ведь так купить прибор, он возьми и да сломайся, и будет тогда очень обидно. Или, ну, каким-то образом возьмет да подешевеет еще, и вдвойне тоже обидно. Одним словом, какие-то, ну, важные траты мы не делаем, и если мы больше где-то с одной стороны экономим, нам это приносит пользу, помогает буквально, а еще по пятерке пентаклей проходит отсутствие взаимопонимания. Поэтому если мы, вот то, что я говорила сейчас по королю мечей, если мы не создаем какой-то конфронтации, а больше нацелены как раз решить вопрос, не доказать какую-то свою правоту, а найти взаимопонимание или как минимум согласие, какую-то адаптацию, среднее что-то, арифметическое, но без острых углов, тогда два праздника у нас будет на нашей улице, то факт. И давайте мы спросим, что от нас скрыто, а вообще по пажу кубков какие-то приятные события, новости. Мы можем, знаете как, я бы сказала, карта праздника у нас есть, и здесь у нас скрыто, это не то, что скрыто, но нам карта просто больше призывает к какому-то вдохновению, понимаете? Не быть где-то расчетливым, с одной стороны, не подвергать все каким-то сомнениям. Ну, вот про те энергии, которые более такие жестко колючие, они нам тоже не помогут. А вот как раз лояльность к миру или, может быть, согласиться с каким-то предложением, может быть, куда-то отправиться, или, может быть, то, что скрыто, и ваша, если, допустим, личная жизнь сейчас как раз претерпевает тот период конфетно-букетный, или вы еще, ну, не решили, будем мы вместе жить или нет, иногда по пажу кубков это может быть просто приятная новость, которую вам собирается сделать человек, или признаться в любви, например, или что-то вам предложить такое, потому что по кубкам это все проходит. Но это будет, наверное, касаться больше тех отношений, когда
Ну, еще вы не супруги, вы еще вместе не живете. У кого-то, правда, что-то приятное будет в личной жизни. Или в целом скрыты какие-то потенциалы вот в таких доброжелательно теплых энергиях. Как будто, посмотрите, нам карты говорят, вот если быть более лояльным миру и где-то открытым новым возможностям, тогда, безусловно, у нас что-то в хороший плюс складывается. И даже если обстановка где-то требует вот так расчетливо, скрупулезно что-то проанализировать, посчитать. Мои дорогие козероги, просто эти энергии не нужно демонстрировать. Но немножко быть хитрее, наверное, как-то так. Дела, работа, бизнес. У вас очень сильная позиция. Но и, видимо, будет желание, все-таки у нас туз жезлов огонь. Да и здесь тоже огонь изображен. Хотя сама по себе карта, она как маг. Это карта холодных энергий. Это вот как ближе к королю мечей. Потому что сила, карта великий манипулятор, что карта мага. Просто здесь нам на карте изображен лев. И девушка его держит на цепочке. Цепочка такая только визуализационная, что он как будто при ней. Но на самом деле лев – это как символика, олицетворение нашего эго. И значит, на коротком поводке нужно держать эмоции. Все то, что мы вот сейчас с вами говорили. Мы не должны пойти в разнос. Может быть, и нам и захочется где-то проявить волю или доказать, может быть, вы и правы, может быть, и ситуация такая сложится, что хочется отстоять, какую-то свою позицию. А вот этому будет не время. Мы себе можем очень здорово навредить. Как потерять взаимопонимание, человек замкнется, и потом для нас какие-то дополнительные препоны. Зачем они нам нужны? Здесь нет, остаемся на своей где-то волне, но транслируем дружелюбие, и тогда нет ничего невозможного. Поэтому вот примите ко вниманию, у вас очень продуктивная неделя практически на все дела. Хоть бумагу какую-то оформить, подписать, хоть переезд запланировать, хоть бизнес. Тут ведь по этим картам, в основном, конечно, туз жезлов, это какое-то решение, мы говорим, и здесь оно может касаться чего угодно. Финансы. Нам уже сказали, финансы мы не тратим. И Верховная Жрица, посмотрите, как будто что-то будет меняться. И еще пока непонятно. И если мы говорим по деньгам, есть такой момент по карте Верховная Жрица, как независимость. И поэтому где-то через деньги, через финансы ваше независимое положение для вас самих будет важно. Поэтому, может быть, вторично нам и говорят, деньги, наверное, не самая удачная неделя, чтобы что-то приобретать глобальное. Может что-то изменяться, и у вас два старших аркана, которые, с одной стороны, сила, с другой стороны, тайные знания, независимость. И нам тоже ведь эта карта говорит такую подсказку, две колонны. Так вот, одна колонна обозначает то, что видимое, а вторая обозначает то, что скрытое. Это как айсберг. То верхушка, она нам всем видна. Но ведь мы знаем, что основная часть, она как раз находится глубоко под водой. И она наиболее серьезна и внушительна. И вот здесь как раз увидеть вот то, что скрыто, будет важно. Поэтому, наверное, более лояльные энергии для нас тоже будут более актуальны. Почему? Потому что мы, благодаря тому, что мы где-то транслируем дипломатию, мы более располагаем людей к разговору, к диалогу. Не так, как я сказал, и точка, да, а именно какие-то больше такие энергии, ближе к дружбе, по крайней мере, доброжелательность мы точно демонстрируем. И случайно мы можем узнать какую-то новость. Или случайно узнать какую-то тайну. Каким-то образом мы потом себе это можем применить. А кто знает, кто-то проболтался случайно, или это будет из разряда не случайной случайности. У вас ведь тоже туз жезлов, и вполне вероятно тогда какая-то тайна или какая-то информация, которую прежде мы не знали, а тут она нам даст словно ключи для осуществления какого-то нашего важного дела, проекта, или что-то мы можем применить на практике. Поэтому будьте внимательны. Личная жизнь. Вообще не совсем тут про любовь, хотя у вас карты такие, карта сила, тут для кого-то может проиграться как неделя
в делах каких-то или в решении каких-то вопросов. Тут как раз у вас наиболее продуктивное время. Но, я так думаю, неделя не самый большой срок, поэтому как у вас, наверное, было до того, как-то и эти 7 дней пройдут. Но это у нас шестерка, извините, пятерка жезлов. И я называю эту карту информационного хаоса. Это когда разрозненная информация. Утром пришла одна, днем что-то другое услышал. Вечером отменили уже эту информацию. И, кстати, планетарные события, они как раз у нас проходят в таком ключе, что может быть много ложной информации, каких-то фейков, или что-то такое может быть выдано, как, знаете, истинно последняя инстанция, а на самом деле за этим вообще ничего не стоит. Поэтому, когда выпадает пятерка жезлов, на что-то серьезно ориентироваться, на какие-то новости, события, ну, наверное, не стоит, потому что все будет меняться. Тут у нас даже на карте изображены 5 людей, и у каждого жезл как будто в руке, и каждый пытается друг другу как будто доказать свою правоту. А на самом деле за ней может ничего не стоять, кроме каких-то просто гиперболированных амбиций. Также и с информацией. Почему? Вот я говорю, она разношерстная, переменчивая. То есть нет того, на что мы можем опереться. Или чему мы можем действительно поверить. Вот такая какая-то турбулентность, она может быть. Она может давать усталость, кстати, от этого, потому что непонятно, да, все как-то зыбко ненадежно. И нам, тем не менее, придется в этом словно плавать в таком пространстве. Ничего не поделаешь. Поэтому просто не принимайте решения быстро, спонтанно. Нет, наверное, если вы оказываетесь среди людей. А кто-то из вас захочет поменять окружение и будет задумываться, каким образом это сделать. Ну, есть, видимо, какое-то взаимодействие вас и людей, которые вы как-то хотите, возможно, изменить, ну, себе на пользу. Или просто в целом изменить сам вот этот круг тех людей, среди которых вы находитесь. То есть по-разному, я уже вроде бы все варианты озвучила, но у каждого, безусловно, будет свой. Но не принимайте, наверное, решений таких веских, основательных, основываясь на одной-двух новостях. Время такое, будет все время что-то меняться. Если здесь у нас получается недостаток правдивой информации, у вас 2 пятерки, а здесь у нас недостаток взаимопонимания, холодность, мы сказали, и недостаток денег. Значит, какая-то информация может приходить, знаете, как и ложное по деньгам, например, вот тоже будьте внимательны, что там какие-то изменения, допустим. Ну, время такое, все меняется, какая-то структура она у нас только отстроится где-то или начнет 2024 год, а 2023 это для нас год адаптации, чтобы мы свою какую-то маленькую вселенную смогли построить или свой островок безопасности. Вот это будет важно. Поэтому фильтруйте все, что слышите. Перекладывайте на себя, мои дорогие козероги, и будьте счастливы и любимы всегда.